Джон Коннор, Кэтрин Брюстер, Skynet, Судный день, Т-800, TX. Нормальному человеку подобный бессвязный набор слов не скажет ни о чем. Но если вы, не дай боже, смотрели пару-тройку кинолент о приключениях Терминатора, вероятно, происходящее в The Redemption кутерьма покажется вам вполне ясной и доступной для понимания. Я не уверен, что смотрел третью часть фильма. Что уж там, я и первые две видел лишь однажды. Никакого интереса франшиза про Терминатора у меня никогда не вызывала. А вот поиграть во всякое я всегда гораст. Люди, заинтересованные, вероятно, могут в очередной раз оскорбиться тем фактом, что я посчитал предмет их почитания малосодержательным. Но, как говорится, каждому свое, что для одних культ и кладезь абсолютной истины, для других лишь повод смущенно пожать плечами. На сию игру указал некто Ивтун в комментариях к ролику про Turok Evolution. Так что, уважаемые любители олдскульной старины, располагайтесь поудобнее, наполните свои бокалы тормозухой. Предлагаю вам увлекательное занятие – попробовать уловить на первый взгляд неочевидную связь между Terminator 3 The Redemption и Turok Evolution. Итак, сюжета игры касаться не будем. Я, откровенно говоря, ничего не понял, и разбираться во всей этой заварухе у меня желания не возникло. Тем паче я не считаю, что история вообще имеет какую-то важность в игре подобного жанра. Хотя о какой-то жанровой принадлежности The Redemption говорить непросто. Я бы охарактеризовал все это дело как некое аркадное попурри, но обо всем по порядку. Игра изначально представляется как нехитрый шутер от третьего лица. Но если взглянуть на внушительный список комбо, может прийти мысль, что шутер будет самым чудным образом приправлен старым добрым мордобоем. Круто? Круто. Если забыть учесть тот факт, что наш глубоко уважаемый Терминатор – создание в высшей степени неповоротливое и медлительное. Тем не менее, рукоприкладство в The Redemption имеет довольно весомый смысл. Отхватив в жбан, агрессивно настроенный Т-900 в качестве босяцкого подгона покорно отдаст нашему Терминатору свое оружие. А стрельба с двух рук преображает любой, даже самый незамысловатый шутер от третьего лица в беспощадный экшн-шедевр, вдохновленный постановками Джона Ву. Но когда две пушки держат нежные руки Терминатора, все идет по несколько иному сценарию. Как минимум, стрелять на бегу не выйдет, потому что высокоинтенсивное кардио для старика Арнольдушки, сами понимаете, табу. Так что приходится не спеша, величаво и горделиво двигаться в сторону противника, по пути коллекционируя все выпущенные вражинами пули, или же вовсе забыть про сей, вне сомнения, атовистический способ передвижения и неуклюже отстреливаться, сохраняя неподвижность вялых ног. В любом случае, люлей не избежать. А потому на помощь приходит красный светофильтр, неведомым способом усиливающий героя. В итоге есть стрельба, стрельба с двух рук, стрельба из роскошных стационарных орудий, немного файтинга, возможность использовать дорожные знаки не по назначению, не самый проработанный, но чертовски убедительный постапокалиптический антураж. И как вишенка на торте, совершенно изумительное внешнее преображение Терминатора после полученных тяжких телесных. Вот за это The Redemption заслуживает отдельной похвалы. Это действительно круто. И вот, казалось бы, Terminator 3 The Redemption не самый дурной аркадный шутер от третьего лица. Но это не совсем так. Игра после первого запуска действительно честно будет представлять из себя все вышеописанное. 3 минуты. Он вам не шутер от третьего лица. Стоит Арнольду найти неправильно припаркованный пацанский таз, как игра превращается в гоночный шутер. Круто? Круто. Сколько? 3 минуты. Дальше по списку рельсовый шутер. И это все, если что, самый первый уровень. Люблю, когда игры не тратят время на раскачку. Terminator 3 The Redemption с первых секунд и на протяжении всей первой главы будет грубо и решительно окунать в пучину безудержного экшена. Мертвенная атмосфера постапокалипсиса и тотального хаоса скрашивается вездесущими взрывами и общим первобытно тупым, но опьяняющим драйвом.
Вдоволь налюбовавшись хмурым серым небом и живописным захолустьем, игрок вскоре обнаружит Арнольда разъезжающим по куда более привычным американским улочкам. Недостатка средств передвижения The Redemption не испытывает. Покататься придется на мотоцикле и на катафалке. При желании можно угнать полицейскую тачку. Но давайте не будем заострять на этом внимание. Ведь до сих пор не ясно, откуда эта игра взялась в комментариях к Turok Evolution. Казалось бы, никакого сходства. Может, дело в названиях? Ну да, обе игры начинаются на букву Т, заканчиваются суффиксом «ион». Но неубедительно. Может, дело в пиратской озвучке? Я вернулся. Будь ты проклят. Не то. Сейчас все будет понятно. Полюбуйтесь. Узнали? Согласны? Как только где-то в глубинах разума появился тусклый огонек понимания того, что какая-то латентная связь с Redemption с Турком все же имеется, требуется срочно все переосмыслить. Как и в том самом Турке, в рассматриваемой игре отсутствуют чекпоинты. Но Terminator 3 The Redemption выводит этот печальный факт на высшую ступень. Каждый уровень проходится за 5-10 минут. Проблема в том, что хрен пройдешь. 5-минутная аркадная безделица легко превращается в позорную часовую череду неудач. Terminator 3 The Redemption – сложная игра. Пропустил неявный съезд с трассы, Джон Коннор убит. На секунду замешкался, все сдохли, давай по новой. Или мое любимое развлечение – закончить уровень, не дав счетчику достигнуть 999. Как? Стрелять по синим башням. Пострелял по синим башням, молодец, на счетчике все равно набегут проклятые показания в 3 девятки. Что не так? Ну, может, надо попробовать еще разок или еще десяток раз. Продинамил момент и проехал мимо туннеля с зарядкой, отхвати, переборол головокружение и продолжил путь, максимальная температура превышена, давай еще разок. Пройти хоть что-то в этой игре с первого раза, либо дело нелепой случайности, либо настоящий подвиг. Так что врубайте на всю мощность внимательность, инстинкты, решительность, умение мгновенно реагировать и выцеплять из всего творящегося сумбура нужные цели. Terminator 3 The Redemption не то чтобы невменяема в своей сложности, но чертовски близка к этому. Отсутствие чекпоинтов – совершенно мерзкая черта, особо гнусно проявляющаяся в уровнях, совмещающих разные жанры. С горем пополам в кои-то веки правильно проехал на машинке и сдох уже в рельсовом шутере, добро пожаловать за руль, все по новой. Можно десятки раз проявлять отважное упорство и в конце концов преодолеть каждый из 12 на самом деле коротких уровней. Но зачем? С одной стороны, перед нами отвязный захватывающий экшен, постоянно меняющий механики. Но с другой, это довольно медлительный шутер от третьего лица, внезапно подкидывающий для развлечения бессовестно трудные аркады. Терминатор запутывается в жанровом разброде, и чтобы не ударить в грязь лицом, на всякий случай дает возможность прокачки. Что оказывается совершенно бесполезным. Качать дозволено лишь режим красного экрана. Круто? Не круто. No problem. Мне нравится первая глава, мне нравятся эпизоды рельсового шутера. Мне нравится графика и поистине замечательные визуальные эффекты, делающие Terminator 3 The Redemption чертовски зрелищным действом. Действом в большинстве случаев стремительным и безостановочным. Но благодаря тому, что прохождение каждого уровня требуется компенсировать длительным сеансом медитации, посоветовать сию игру я могу лишь отвязным фанатам олдскульной старины, обладающим чугунными нервами, и лицам, недавно пережившим лоботомию и не знающим, чем себя занять. Terminator 3 The Redemption бесспорно средняя игра, притворяющаяся мощным блокбастером. Знать и помнить о ней, как о любопытном историческом артефакте, нужно и важно, иначе грош нам всем цена. А потому пишите, что вы обо всем этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Играйте только в среднее. Всего вам доброго.